Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, заглядывайте в плейлисты узорчиков и не только, даже уже изделий очень много на канале. Выбирайте что-то интересное для себя, вы обязательно найдете. Отдельные привет и слова благодарности своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, даже разных континентов. Спасибо большое за ваши отзывы, лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с таким сочетанием ниточек. Узорчик, я считаю, что будет двухцветный. В вашем случае он может быть и одноцветный, и два цвета может добавлять, 3, 4, 5, 10, сколько угодно. Итак, новички, кто еще не работал с данными ниточками, знакомьтесь. Называются они Alize, Angora Gold, Simli. Дальше моточки, смотрите, в 100 граммах находится по 500 метров. Это по составу 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Нам здесь советуют производители брать крючок от троечки, от двоечки до четверочки, в зависимости от плотности вязания и какой вы хотите сделать узор. Да? И сразу назову, пока не забыла, цвет. Он такой нежно-серый, 168 называется. А в данном случае точно такие же ниточки, абсолютно точно такие же, цвет 55. Я данную пряжу всегда вяжу крючком номер 3. То есть вот моя рабочая лошадка. Вы в свою очередь можете взять ту пряжу, которая вам нравится больше. Самое главное подобрать правильный крючок. Все узорчики универсальны, поэтому пробуйте, вяжите из демисезонной, из зимней, из летней пряжи. Прочитайте инструкцию, что вам советует производитель по поводу крючка. И вперед! Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Она цветная, все понятно, хорошо читабельная. То есть, кто умеет работать со схемками, можете приступать работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет работать со схемками, не переживайте, мы с вами все провяжем. Вы посмотрите, повторяйте за руками. Но, естественно, будете смотреть на схемку. Да? Провяжем элемент, посмотрите, как он обозначается. Единственное, я вам сделаю небольшое уточнение, как начинать и как заканчивать ряд, чтобы вы не запутались. А так все понятно и доступно. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу 6 раппортов, это 30 воздушных петелек. И еще сделаю по каждой петельке по одной петельке, справа и слева, ну, чтобы красивый узорчик закончился. Итого я набираю 32 воздушные петельки, но вы столько, сколько вам будет необходимо. Итак, для начала все как всегда. Мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я буду набирать 32 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее с новичками мы провязываем вспомогательный ряд, потому что они могут ошибиться в воздушных петельках. Мы сделаем столбики с накидом, в столбиках они точно не ошибутся. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Аккуратненько в 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. Это наш столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И вот так вот вы шагаете в каждую петельку цепочки и провязываете столбики с накидом. Это недолго, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько петелек у вас в цепочке. Вот смотрите, я набрала 32 воздушные петельки, значит у меня будет 32 столбика. Понятно, да? Ну, у вас свое количество. И смотрите, первые 3 петельки, которые мы набрали, это будут как бы имитация, да, столбика с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте вот так вот аккуратненько, самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот мы с вами провязали наши столбики с накидом, все ровненько, аккуратненько. Теперь можем приступать непосредственно к узорчику. Для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот, накид. Теперь будьте внимательны. Вот наш первый столбик, да, второй, третий пропускаем, и вот в 4-й нырнули,
вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом раз, считаем. Накид сюда же, нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом 2. Накид сюда же 3, точно так же, сюда же 4 и точно так же 5. И у нас с вами получился вот такой вот веерочек. Несложно. Дальше наша с вами задача. Накид. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 в 5. Нырнули, вытянули ниточку и провязываем точно так же 5 столбиков с накидом. 2. И формируем веерочек. 3. Сюда же 4. И сюда же 5. Еще один веерочек. Дальше точно так же накид. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5 опять провязываем 5 столбиков с накидом. Еще один веерочек будет. У нас целый ряд будет состоять из веерочков. Ничего сложного. Вот так вот вы шагаете до конца своего ряда. И провязываете столько веерочков, сколько у вас войдет непосредственно ваш набор петелек. Итак. 1, 2, 3, 4, 5. Видите? И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Несложно. Давайте самостоятельно. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот наши веерочки готовы. И как мы заканчиваем ряд. После последнего столбика, вот наш веерочек, мы делаем накид, пропускаем 2 столбика, 1, 2, и тут у нас 3 петельки подъема. В третью петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. Все, ряд наш ровненький. По схемке такого здесь нету, поэтому это как дополнение. Дальше я делаю воздушную петельку и вот так вот отпускаю ниточку. Сама буду переключаться на начало ряда и присоединять новый цвет. Пусть будет в моем случае это белый цвет, в вашем случае может быть любой другой. Вы можете присоединять ниточку, можете продолжать вязать на ваше усмотрение. Итак, смотрим. По схемке у вас здесь вообще, наверное, нарисовано, что петельки подъема идут здесь, потом вот так вот они идут, так, так, так. Это, наверное, для кругового вязания будет удобно. У нас же не круговое вязание, поэтому мы с вами присоединяемся к началу ряда. Вот, к началу ряда. Итак, вначале у нас ниточка. Все как всегда, петелька фиксации, чтобы она никуда не делась. Теперь я присоединяюсь к третьей петельке подъема предыдущего ряда. Вот. Это как бы особенность, про которую я тоже говорила. Присоединились. И теперь у нас 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Накид. Теперь смотрите, все 5 столбиков пропускаем. И в самый последний вот этот столбик мы провязываем 4 столбика с накидом. 1. Сюда же в 5-й столбик предыдущего ряда. 2. Сюда же 3. Сюда же 4. Есть. Вот такой вот веерочек. А теперь смотрите, что мы делаем. Накид. Нырнули сюда же в этот столбик, но не провязываем, просто подтягиваем. 1. Накид. Сюда же 2. Накид. Сюда же 3. И вот теперь все вместе провязали и обязательно вот так вот воздушной петелькой зафиксировали. У нас получается вот такой вот пышный столбик. Чем пышнее он будет, тем будет смотреться эффектнее. То есть вы можете сделать 4 накида, 5, 6, 7, 10. Но и пряжа скушает больше. Идем дальше. Накид. Опять пропустили наши 4 столбика. И в 5-й столбик веерочка нырнули и провязываем. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. И столбик с накидом 4. Теперь точно так же пышный столбик. Давайте для сравнения сделаем. У нас здесь было 3 петельки, да, и 3 накида. Здесь сделаем по 5. Итак, 1 накид, нырнули. 1 считаем. 2, 3. И здесь я сделаю 4 и 5. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали воздушной петелькой. Видите? Чуть-чуть побольше, да, поэффектнее. Вот на ваше усмотрение, как хотите. Можете делать 3 петельки, 3 накида, можете делать больше, но
Запомните, пряжа скушает больше. Все, и вот так вот шагаем до конца ряда. Давайте я буду делать по 5, так, чтобы потратить пряжу, так скажем, но показать вам, как это будет красиво смотреться. 3, мне кажется, смотрится как-то жиденько. Напишите в комментариях, как вам больше нравится. Тут опять же творческий процесс, никто никого не ограничивает. Сколько хотите, столько и вяжите. Все, самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот наш узорчик растет. Вот такая красота по итогу получается. Ничего сложного. Как мы с вами заканчиваем ряд? Вот провязали веерочек, пышный столбик. И теперь, смотрите, делаю накид. И у нас, помните, здесь были, получается, столбик с накидом в предыдущем ряду. Вот мы в него нырнули и провязали вот так вот 2 петельки. И дальше можем провязать 2 петельки, но я хочу здесь переключиться на новый цвет, поэтому я свою серенькую ниточку вот так вот подтяну, сильно не тянем, чтобы не зажулькать край. Я хочу вот так вот переключиться. Оп, все. У меня не будет кончиков, у меня не будет трата ниточек, то есть я вот так вот переключилась. Дальше опять 3 петельки подъема, 1, 2, 3, новым цветом, поворот. Теперь наша с вами задача пропустить пышный столбик, пропустить наши 3 столбика. И вот в последний столбик веерочка точно так же мы ныряем и провязываем все точно так же. Столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, сюда же столбик с накидом 3, 4. И заканчиваем мы наш веерочек пышным столбиком. Я буду провязывать из 5 накидов и 5 петелек. Итак, считаем. 1, подтянули, 2, 3, 4, 5. Все вместе за один раз провязали и обязательно зафиксировали, чтобы наши петельки никуда не убежали. Есть. Накид. Точно так же пропускаем пышный столбик, наши 3 столбика, и в 4 начинаем провязывать точно так же. 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Получается такой небольшой веерочек. И заканчиваем наш веерочек пышным столбиком. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. Вот такая красота. Смотрите, видите? Вроде обычные веерочки, но с дополнением. Итак, провязывайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши полупышные веерочки готовы. Так, как мы заканчиваем ряд? Смотрите внимательно. Здесь получается после пышного столбика накид. Тут у нас беленькой ниточки были 3 петельки подъема. В 3 петельку аккуратненько вот так вот находим ее и ныряем, чтобы у нас все было ровненько. И провязываем с вами столбик с накидом. Но смотрите, какая у него будет особенность. 2 петельки провязали, и вот здесь я буду переключаться на белую ниточку. Так, я ее отрезала, потому что мы вот здесь закончились. Я хочу, чтобы у меня узорчик продолжался точно таким же, поэтому я отрезала ниточку и присоединяюсь с этой стороны беленькой ниточкой. Смотрите, вначале все как всегда, петелька фиксации, и только потом этой петелькой я провязываю 2 последние петельки у своего столбика с накидом. Все, серую подтянули, продолжаем вязать беленькой. Опять 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот, и продолжаем точно так же. Пышный пропустили, 3 столбика пропустили, и в последний 4 столбик провязываем столбик с накидом 1, сюда же столбик с накидом 2, сюда же столбик с накидом 3, 4 и опять пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали, зафиксировали. Вот. И мы, получается, беленькой ниточкой точь-точь повторяем предыдущий ряд. Дальше точно так же. Опять пропустили наши все столбики. И в последний столбик начинаем провязывать 4 столбика с накидом и пышный столбик. То есть сам по себе узор это один ряд. Поняли, да? Просто вы меняете их в шахматном порядке. Ну и при желании, если хотите, меняете цвет. Вы можете дополнять 3 цвет, 4, 5, 10, как угодно. Можете вязать одним. То есть это на ваше усмотрение. Здесь вас никто не ограничивает.
Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. С этой стороны вот так выглядят объемными белые веерочки. Смотрим на другую сторону. На другой стороне более объемно выглядят серенькие веерочки. Выбирайте любую сторону, какая вам нравится больше. Такая будет у вас лицевой. Либо белая, либо серая, да? Но в моем случае, возможно, у вас будет разноцветный, ну, изделие какое-либо, да? То, конечно, смотрите, как вам больше будет нравиться, так будете такую сторону ставите лицевой. Смотрите, у нас в самом начале получилось не отрезать ниточки. Дальше, когда я провязывала, я ниточки отрезала. То есть будет много кончиков, сразу же предупреждаю. Поэтому настройтесь. Узорчик красивый, но кончики придется посидеть, попрятать. Вот такая красота. Из моих ниточек вот так вот он тянется и вот так вот он тянется. Из вашей пряжи может тянуться больше, может меньше. Давайте замерим красоту. Это мой образец, он связан моей пряжей, моей рукой, моей плотностью вязания, моим крючком. Из вашей пряжи это могут быть совсем другие цифры. Поэтому вяжите обязательно образец и измеряйте его. Угу. Итак, получается, у меня сегодня 32 воздушные петельки, и это, ну вот, 15,5 сантиметров. И здесь получается... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядочков. И с новичками мы провязали первый 8 рядочков. Давайте посмотрим, сколько это будет. Это будет в моем случае 8,5 сантиметров. Вот. То есть узорчик интересный, оригинальный. Да, он как бы растет в то же время и быстро, и не быстро. Да, за счет пышных столбиков съедает много пряжи. Вот. А так, в принципе, красота. Вяжите из любой пряжи. Я вижу данный узор в снуде. Возможно, это интересная кофточка, кардиган. Возможно, даже чехол для подушки. То есть фантазия не ограничена. Какие будут ниточки, такое будет изделие. Узорчик не новый. Если что уже вязали, то пишите обязательно, что у вас получилось и из какой пряжи. Понравилось ли вам? Быстро ли растет узорчик? Мы будем читать и вдохновляться. Угу. Вот такая вот сегодня красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и обязательно пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению канала. Заранее спасибо большое. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте свои плейлисты и вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.